Привет, ребят! Кто говорил, что в Genshin Impact нет питомцев? И я сейчас говорю не про ушастых покемонов, которые только мяукают, а про верного спутника Фишель. И почитав ее историю, скажу вам, ну нифига себе у девочки фантазия. Такую бы разрабом. Наша таинственная подруга, называющая себя принцессой осуждения и путешествующая в сопровождении ворона по имени Оззе, по мнению многих, могла бы быть и легендарным персонажем, благодаря ее навыку вызывать ворона на поле боя, который не исчезает при переключении героя, как это происходит у Рейзера с волком, а остается и сражается вместе с нами. Ну чем вам не питомец? И именно из этого навыка она у меня уже на 90 ранге, ведь согласитесь, иметь дополнительного бойца на поле сражения это круто. А чередуя навыки, можно добиться, что ворон будет практически постоянно с вами. Для этого призываем Оза элементальным навыком, когда его время иссякнет, активируем взрыв стихий по окончании полета или после его прерывания, а для этого достаточно просто переключить персонажа, наш воробей снова в бою. И к тому времени, как он исчезнет, у нас уже откатится ешка, и мы можем повторять это снова и снова. Так что давайте рассмотрим ее поподробнее. На данный момент я достиг следующих результатов. Качал ее на 90 уровень, имея при этом 17 тысяч хп и силу атаки в 2782 единицы, что довольно неплохо. Защита 865 и мастерство стихии 120. Такс, похвастался, а теперь действительно можно начинать разборчик. Начнем с выбора пухи. Так как у меня завалялся лук Амоса, а легендарная пуха в любом случае переплюнет эпическую, использую именно его. Да и почти 50% к силе атаки делает ворона еще опаснее, а именно он меня интересует. В качестве альтернативы я бы выбрал, скорее всего, бесструнный, который увеличивает мастерство стихий, но тогда пришлось бы контролить, чтобы ворон закрывал реакции, а я люблю катать на расслабоне, так что этот вариант не для меня. Но он увеличивает урон навыков и взрыва стихий, а это довольно соблазнительная штука, и если удастся когда-нибудь его пробудить до 5 ранга, то я стану использовать его. Теперь плавненько можно переходить к артефактам. Сейчас я использую комбинацию из таких сетов, как Громогласный Рев, который дает бонус 15% к электроурону, а также ансамбль, который увеличивает мастерство стихий на 80 единиц. До этого вместо ансамбля использовал Гладиатора, но что-то пошло не так, поэтому ансамбль. Также актуально использовать и full сет Громогласного Рева, который увеличит уроны электрореакции на 40%, но в моем случае с теми статами, которые дропнулись, ансамбль мне дает бонус 52%, поэтому использую его, а не полный сет. Теперь поподробнее. Корона. Я выбрал стабильность, поэтому сила атаки, но если вы намерены использовать лук с шансом крита, такой как в боевом пропуске, то определенно ставьте на крит кубок на электроурон, так как мне нужен ворон, а он наносит исключительно электроурон. А если вы любитель пострелять именно с лука, то ставьте на физ. Ну, соответственно, тогда и составной лук в качестве оружия. Ворон станет приятным дополнением, но вы дамажить будете довольно-таки неплохо. Но что-то я отвлекся. Мы же все-таки рассматриваем моего персонажа. Поехали дальше. Часики на силу атаки, ну или как вариант на мастерство стихий, если вы будете использовать бесструнный. Но думаю, вы поняли, что артефакты я в основном подбираю в зависимости от пушки, которую использую, а оружие выбираю в зависимости от способностей самого персонажа. Перо и цветок здесь как повезет с допами. А эта штука целиком рандомная, поэтому... Да и пофиг, втыкаем, что считаем более нужным, и по итогу у меня получилось. Бонус реакций 52%. 28 шанса и 66% самого крита. Ну и бонус электроурона 61%. Довольно сбалансированно получилось, как я считаю. Но погнали посмотрим, что у нее под капотом и каков ее потенциал. Таланты. Акцент ставлю на ее навыки, так как непосредственно самого лука я не стреляю. Но по возможности, ребята, честно, вкачаю все, персонаж-то имбовый. Тень расправленных крыльев. Мы призываем ворона, нанося электроурон по области, после чего ворон остается на поле боя и продолжает стрелять по всем, до кого дотянется, а благодаря навыку «Да будет снято проклятие» при любой электрореакции дополнительно фигачит молнией в противника. А говоря проще, мало того, что у нас почти 2 бойца на поле боя, так ворон еще и пашет за двоих. Так что наличие той же сахарозы в пачке приветствуется, ну мне по крайней мере так проще всего создавать реакции и использовать ворона на все 200%. Следующий навык – ночная иллюзия или другими словами взрыв стихии. Фишель превращается в ворона, что делает ее скорость более высокой, и обрушивает на ближайших врагов молнию, наносящую электроурон. После окончания навыка ворон остается на поле боя, а Фишель превращается вновь в лучницу. Следующий навык – ворон, клюющий звезды. И, по моему мнению, что название убогое, так и навык бесполезный. Ну согласитесь, шмалять полностью заряженной атакой по ворону, когда со всех сторон атакует вражина, ну такое себе. Поэтому переходим к созвездию. А вот тут уже все круто.
Первая звездочка. Когда ворона нет на поле боя, Фишель стреляет по 2 стрелы и вторая наносит 22% от силы атаки. Следующая. Увеличивает зону поражения, а также наносимый урон на 200% при активации навыка Тень расправленных крыльев, то есть Ешка становится имбой. Далее, при активации навыка Ночная иллюзия наносит 222% электроурона окружающим врагам. Так еще и по окончанию навыка восстанавливает Фишель 20% хп, то есть еще и ульта становится имбой. Вы заметили, что здесь все завязано на двойках? К чему бы это? Ну и напоследок. Увеличивает на 2 секунды время пребывания нашего воробья на поле боя, так еще и увеличивает наносимый им урон. Ну, имба. Просто имба. И кто бы что ни говорил, а персонаж довольно-таки полезный. И, возможно, планировался как 5-звездочный. Надеюсь, это видео было для тебя полезным. Если так, то поддержи его лайком. И не забывай подписываться, чтобы не пропустить следующий ролик. Увидимся на стриме. Пока.